Всем привет! Это канал Unirus, меня зовут Айсулу, and this is the channel where you will learn Russian definitely. Let's get started! So today we are going to learn very useful and easy construction for beginners, how to say that somebody has got something. We will start with me, okay? So if you want to say that you have got something, you should say у меня есть. У меня есть. So this is меня, this is the accusative case that you have learned before when you have learned the construction меня зовут, for example. Here the accusative case of the pronouns has the another function. And that's why у меня есть, we say I have got. So the construction somebody has got something, like to have got, for this we use accusative case of pronouns, and you can see these forms. Maybe if you know the construction меня зовут, меня зовут, тебя зовут, его зовут, and etc., you have seen these forms of the pronoun. So let's look at them. У меня есть паспорт. У тебя есть, you have got. У него есть, у него. Pay attention that in the accusative case of the construction, his name is, it was его зовут. Here we have an at the beginning because we have preposition. У него есть, у него есть. У нее есть, у нее есть. Like she has got, right? У нас есть, we have got. У нас есть. У вас есть, like you have got as a group of people or polite form. У них есть, у них есть. Например, у меня есть паспорт, у тебя есть паспорт, у него есть паспорт. Pay attention how I read it. У него, него. So I don't read this g like g, I read it like v. У нее есть паспорт, у нас есть паспорт, у вас есть паспорт, у них есть паспорт. And if you want to make a question, it's the same. У тебя есть паспорт? You just change the intonation. У тебя есть паспорт? Да, у меня есть. Нет, у меня нет. So the answers will be да, у меня есть паспорт. Нет, у меня нет. У тебя есть паспорт? Да, у меня есть. Нет, у меня нет. And the most important thing that after the construction у меня есть, we use nominative case. So this is the word in the form that you can see in the dictionaries and translators. So you don't need to change the word. It remains the same. For example, у меня есть паспорт. У меня есть паспорт. I have got a passport. У меня есть plus nominative case. And now we're going to do one very interesting exercise. We're going to learn these words and we're going to see что у меня есть, what I have got. For this, I have my bag. Это сумка. У меня есть сумка. Что у меня есть? Итак, у меня есть паспорт. У меня есть паспорт. У меня есть паспорт. Хорошо? Так, у меня есть очки. У меня есть очки. У меня есть очки. Very serious, right? With glasses. У меня есть очки. Так, у меня есть блокнот. У меня есть блокнот. Это блокнот. У меня есть блокнот. Хорошо. У меня есть расческа. У меня есть расческа. Где у нас расческа? Вот она. Расческа. Так. У меня есть телефон. Конечно, у меня есть телефон. Так. У меня есть наушники. Наушники, чтобы слушать музыку. Наушники. Так. У меня есть зарядка. У меня есть
зарядка. Зарядка для телефона. Зарядка. Так. Потом у меня есть кошелек. У меня есть кошелек. Кошелек. Что там есть? У меня есть деньги. У меня есть деньги. Деньги. Видите, 100 рублей. 100 рублей. У меня есть деньги и у меня есть карты. Карточки. У меня есть карты. Or we say карточки, like diminutive form. Карточки. Так, хорошо. Что еще у меня есть? У меня есть ручка. У меня есть ручка. Ручка. У меня есть салфетки. У меня есть салфетки. So, салфетки. Салфетки, like napkins, да? У меня есть салфетки. И у меня есть косметика. У меня есть косметика. Итак, смотрите, да? У меня есть сумка. В сумке есть косметика, кошелек, салфетки, очки, ручка, зарядка, расческа, телефон, блокнот, паспорт и наушники. И наушники. А что есть у вас в сумке? Что у вас есть? So that was all for today. Tell me what you have got in your bag or your backpack. Что у вас есть, да? Что у вас есть? And I hope that this video was useful for you. Don't forget to like and subscribe. Спасибо большое. Пока-пока.